Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Мясной рулет с яйцом и сыром – это невероятно вкусное универсальное блюдо. Тонкий слой мяса, нежная начинка, насыщенный аромат и все это в одном единственном ястве, которое можно есть как в холодном, так и в горячем виде. Такой насыщенный и в то же время лакомый ужин, обед или завтрак очарует и придется по вкусу всей вашей семье. Для приготовления нам понадобится 300 грамм фарша, 1 средняя луковица, вареные яйца 2 штуки, небольшой пучок зеленого лука и укропа, твердый сыр примерно 80 грамм, соль, перец, чеснок и паприка. 1 среднюю луковицу нарезаем кубиком и обжариваем в небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. Фарш у меня индюшиный. Солим, перчим по вкусу. Добавляем сухой чеснок и паприку. Остывший жареный лук и тщательно перемешиваем. Пока отставляем в сторону. Приготовим начинку. Нарезаем зеленый лук. Яйца отвариваем с момента закипания 8 минут. Затем остужаем, чистим и нарезаем небольшим кубиком. Твердый сыр измельчаю на мелкую терку и добавляю в миску. Перемешиваем. Зелень, у меня сушеный укроп. Снова все хорошенько перемешиваем, начинка готова. Берем небольшой лист пергаментной бумаги, у меня размером 23 на 32 сантиметра. Расстилаем на столешнице, выливаем на его поверхность примерно 1 столовую ложку растительного масла и распространяем жир по всему параметру листа с помощью пекарской кисти. Делаю это для того, чтобы фарш не лип к бумаге и было легче формировать рулет. После выкладываем на него третью часть фарша и формируем из него прямоугольник толщиной слоя примерно 1-1,5 см. На середину фарша выкладываем 2-3 столовые ложки начинки. Аккуратно загибаем пекарскую бумагу, одновременно сворачивая из фарша рулет, так, чтобы начинка из яиц и сыра оказалась внутри мясной оболочки. Обязательно подожмите края. Закручиваем снова в пергаментную бумагу, а края закрываем как конфетку. Остальные рулетики формируют точно так же. Готовить такое блюдо можно в духовке и на сковороде. Я выбрала второй вариант. Наливаем в сковороду воды, немного, где-то на 1-2 пальца. Доводим ее до кипения и выкладываем наши заготовки. Накрываем крышкой, убавляем огонь и готовим 10 минут. Затем поднимаем крышку, переворачиваем рулеты и снова накрываем. Готовим также 10 минут. Готовые рулеты можно подавать горячими, но я хочу как холодную закуску, поэтому после приготовления даю им остыть прямо в сковороде. Затем убираю в холодильник на пару часов. По истечении времени убираем пергаментную бумагу и нарезаем небольшими порционными кусочками. Раскладываем по тарелкам и подаем к ужину, обеду или завтраку. Или подаем его на праздничный стол как закуску вместо колбасных изделий. С таким рулетом будет вкусен любой гарнир. Это может быть отварной рис, макаронные изделия, пропаренные, тушеные или отварные овощи, салаты из свежих овощей и многое другое. Блюдо на вкус получается очень сытное, ароматное и в то же время нежное. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии в описании под видео и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой.